Ну что же, друзья, вот такая красота у нас получилась. Невероятно медово-ореховый аромат. Ну что ж, давайте посмотрим. Итак, наливаю в миску 125 мл молока. Друзья, я беру как бы половинчатый рецепт. Если вам надо больше, просто на 2 все помножайте. Тут у меня 35 грамм растопленного сливочного масла. 25 грамм сметаны. Так. Теперь постепенно добавляем муку. У меня тут 250 грамм муки. И сразу добавлю разрыхлитель, примерно вот, пол чайной ложки. Ну и, конечно, щепотку соли. И перемешиваем. Постепенно добавляю всю оставшуюся муку. Все, друзья, тесто наше готово. Вот такое тесто у нас получается. Абсолютно к рукам не липнет, но и довольно тугое. Соберем его в комок и оставим минут на 20-30 отдыхать, чтобы клейковина разошлась, и нам с ним было вообще с вами легко работать. Все, пока оставляем тесто. Наше тесто отдохнуло, постояло 25 минут. Вот прям при комнатной температуре. Все, припылим рабочую поверхность мукой. Выкладываем наше тесто и разделим его на 3 части. Свернем шарик и отложим. Вот с этой будем работать. Нам надо ее раскатать в тонкий пласт. Работать с тестом очень легко и очень приятно. Значит, что оно у вас получилось правильно. Все, раскатали тесто. Такое оно получается. Теперь мы его припорошим мукой. Переворачиваем. И с этой стороны также прошим мукой. Все, теперь нам надо это тесто чуть-чуть подсушить, поэтому скалкой переносим его на какую-нибудь поверхность, где оно будет лежать минут 10. Минут 10 и подсушиваться. А мы тем временем раскатаем остальные пласты.
Ну что же, наше тесто чуть-чуть подсохло, ну так вот схватилось. И мы продолжаем. Теперь нам надо его свернуть. Ширина вот этой полоски, ну, примерно 2,5 сантиметра. Так, примерно наполовину мы свернули. И теперь края смажем водичкой. Теперь начинаем нарезать. Мы нарезаем вот таким вот острым углом. Так, теперь берем и вот так вот раскрываем. Вот эти штучки, которые не целиковые, вы их тоже мы их будем готовить, ничего не выбрасываем. Да, Андрей? Да, да. Все, и таким образом поступаем с остальными 3 пластами. Хорошо разогрели растительное масло в сотейник и аккуратненько погружаем наши пахлавы. Чуть-чуть их вот так вот подвинем, чтобы они к дну не прилипли. Друзья, с одной стороны, видите, как они хорошо подрумянились, и перевернула на другую сторону. Обратите внимание, какие пузырьки получается. Будет у нас хрустящая вкуснота. Вот, смотрите, пузырьки за счет разрыхлителя. Все, и продолжаем обжаривать все десерты, после чего выложим на бумажное полотенце. Пока обжаривается вторая порция, не будем тратить время, приготовим сироп. У меня здесь 150 мл воды и 115 грамм сахара. Нам надо сейчас полностью растворить сахар, после чего вскипятить сироп. Наш сироп прокипел 7 минут, я его сняла с огня и сейчас добавлю туда столовую ложку меда и хорошенько перемешаем. Вводим противоречие правильного питания. Нет, а он мне нагревается мед. Ой, какой аромат! Ой, какой аромат медовый. Да, добавлю еще ложечки. Все, мед хорошо разошелся. Теперь берем нашу пахлаву и хорошенько вот так вот хорошо обваливаем в сиропе, обмакиваем. Всю пахлаву покрыли сиропом. Теперь, друзья, смотрите, у меня тут грецкий орех, слегка разбитый в блендере. Посыпаем им пахлаву. Можно взять фисташки, можно взять обжаренный кунжут. Все это будет уместно.
Ну что же, друзья, вот такая красота у нас получилась. Невероятно медово-ореховый аромат. Ну что ж, давайте посмотрим. Вот такие получились. Друзья, смотрите, какая красота. Сейчас нальем чаю, будем дегустировать, пробовать. Ну что же, вот такая у нас вкуснятина с вами и красотень получилась. Готовьте, пробуйте, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, очень нам этим поможете, а мы, в свою очередь, будем для вас готовить и, конечно, показывать всякие вкуснятины. Ну что, всем здоровья, счастья, всего самого лучшего. До новых встреч. Пока-пока.